Всем привет и добро пожаловать на канал Garnish Life. Сегодня я хотел бы сделать маленький обзор о своей мастерской, ну и в принципе, наверное, вас познакомить немного со мной. Потому что на самом деле, кроме водородных генераторов, я много чем интересным увлекаюсь, и может быть вам будет интересно. Если я вас удивлю, обязательно прожимайте лайк и обязательно подписывайтесь. Ну, в общем, начнем, наверное, с того, что это такое. Погнали? Ну, а вот непосредственно эти скульптуры, которые были отцами всего проекта iSculpt, который я придумал в 2017 году. Он позволяет делать скульптуры со своими родными, друзьями и так далее. Сегодня эти наборы нельзя купить, потому что материалы я использовал итальянские. Проект я придумал в 2017 году, у него не было конкурентов, но сейчас уже их как говна за баней. Вот такие интересные штукенции можно было делать с родными и друзьями. То есть я придумал цветные еще, чтобы можно было телесного цвета скульптуру сделать. Этого до сих пор ни у кого нет. Но, как это часто бывает, если ты придумал что-то интересное, жди конкурентов, которые твою идею немножко подтырят. Мне очень понравилось создавать скульптуры, и я делал их разные. Вот на холсте мне очень... Ну, это на самом деле очень круто, представляете, ваши руки из холста. Даже ряд скульптур я подарил в холстах известным людям. Один из них это Юрий Дудь. У него вот такая же рука, одна показывает козу в черном исполнении. Все свои какие-то работы я обязательно показывал своим подписчикам. И вот смотрите, какую штуку интересную покажу. Видите эту шишку? Она, значит, издает дым, и дым течет по ладошке. Видите, это дымочек. Это моя маленькая мастерская, где лежат разного рода скульптуры, которые я создаю, экспериментирую с разными материалами, не только скульптуры. В общем, вот такие штуки. И, конечно, куда же без каких-то таких вот шокирующих скульптур. Жутковатые немного. Но мне кажется, это очень необычно увидеть свое ухо на холсте. Вам не кажется? Или вот такой вот светильник. И зеркало. 3 руки держат зеркало. Вот такая есть интересная скульптура. 5 рук держат друг друга, и последняя держит светильник. Вот есть скульптура, где 3 руки держат патрон. Есть 2 руки держат 2 руки, а эти 2 руки держат одна патрон, а другая абажур. Ну, есть вот такого плана скульптуры. Ну и, конечно, сиськи. Мне очень понравилось сделать скульптуры женских грудей. Это причем слепки, то есть хозяйки этих грудей, они ходят рядом с вами, рядом с нами. У них просто всевозможные формы, от каких-то самых маленьких до каких-то огромных. То есть прям вообще огромных. Я бы даже сказал, это такая стена Патча. Вот. В общем, здесь вот представлены все эти скульптуры. Ну и встречаются вот такие еще светильнички у меня. Очень мне понравилось сделать. Еще у меня есть своя собственная статуя. В полный человеческий рост. Некого такого монаха, и причем у него светильник в руке, и светильник тоже светится. Вот такая интересная штука. А также и я поэт-писатель, и часть моих наград лежит в мастерской. Вот у меня есть от Российского союза писателя награды, причем и серебряные, за мои произведения. То есть я, в принципе, если бы, грубо говоря, была бы возможность, я бы чисто сидел бы и писал бы какие-то стихи, поэмы, потому что мне это нравится. Но для этого этим не заработаешь сегодня в России.
Вот и приходится работать. А так, вот такая вот штучка. Вот такой кратенький обзор на мою маленькую мастерскую, где у меня есть всякие штукенцы. Я на самом деле очень много денег, сил и времени потратил для того, чтобы купить всевозможные штуки для того, чтобы можно было испытывать их при выработке водорода. Надеюсь, что в будущем у меня все-таки получится дособрать платформу ультразвуковую и показать уже эксперимент непосредственно с ультразвуковой платформой. Спасибо вам за просмотры, прожимайте лайки, подписывайтесь, если не подписывались до этого. Пока-пока.